На этот раз мы сделаем журнальный стол, но размер его ближе к обеденному. Подстолье в итоге будет играть роль ночника, ну или как минимум украшать интерьер. Но обо всем по порядку. Приятного просмотра. Чаще всего стол состоит из подстолья и столешницы. Так вот, начнем со столешницы. Сегодня в главной роли вот такой фантастический круглый, ну не совсем круглый, но спил. Кстати, спил и слэп — это немного разные вещи. Спилами принято называть именно такие вот поперечные спилы, а продольные, которые по сути являются просто обрезными досками, это и есть слэбы. Так вот, у нас спил горного тополя, который произрастал на Дальнем Востоке. Для того, чтобы избежать неприятностей в виде какого-нибудь камушка, который впечатался в дерево при транспортировке, я всегда тщательно вычищаю заготовку металлической щеткой, иначе такой камушек может испортить фрезу. Затем вычисляем центр, и как вы видите, наша заготовка больше 110 сантиметров в диаметре. Так вот, изначально я фоткаю этот спил и скидываю фотку на комп. Делаю это для того, чтобы грамотно составить программу и объяснить станку крайние грани заготовки. Благодаря такому подходу фреза будет обрабатывать непосредственно дерево, а не фрезеровать воздух, как было бы, если бы просто задать квадратное поле работы. В итоге работа будет выполнена быстрее. Итак, мы дали станку границы и можно двигаться дальше. А дальше нам надо выбрать фрезу. К слову, для этих целей я выбрал вот такую фрезу от CMT. Ей мы и будем калибровать или по-простому равнять поверхность. Если честно, я просто в восторге от этой фрезы. Это просто гениальное решение сделать сменные лезвия. Да к тому же эти лезвия заточены с 4 сторон. И как минимум можно перевернуть их 4 раза, и 4 раза у тебя будет новая заточенная фреза. Действительно полезная и крутая штука, смело рекомендую. После того, как фреза установлена, нам надо объяснить станку, на какой высоте ему работать. Для этого есть специальный датчик нуля. Кладем его на самую высокую точку спила и нажимаем соответствующие кнопки. Фреза медленно так опускается, и при касании станок тут же понимает, где 0. Вот теперь можно стартовать. И тут начинается то, на что можно смотреть бесконечно, а именно смотреть, как другие работают. Все вот говорят, что такое оборудование здорово развязывает руки и экономит уйму времени. Не знаю, лично мы всей командой 1,5 часа стояли и залипали на то, как станок работает. В итоге работал только станок, а вся команда нет. Спустя час и несколько мешков стружки мы получили идеально ровный спил, который можно обрабатывать дальше. А тем временем Андрей занимается подстольем. За этим, кстати, тоже можно наблюдать бесконечно.
В итоге подстолье после сборки будет похоже на вот такой фонарь. В этом и есть основная задумка. Должен получиться стол-ночник. Останется туда вкрутить лампочку Эдисона и готово. Кстати, такие лампочки я обычно заказываю с Алика, и в итоге они реально выходят в разы дешевле. Особенно актуально это сделать сейчас. Осталось буквально несколько дней до Черной пятницы. Это самая главная мировая распродажа, и буквально каждый магазин старается привлечь ваше внимание. Но к выбору всегда надо подходить основательно, сравнить товары по цене и, конечно же, использовать кэшбэк. Не знаю, как вы, но я уже запланировал обновить себе экшн-камеру и докупить еще пару припомбасов для съемок. Вы же помните, что случилось с моей камерой, когда мы испытывали эпоксидку на прочность? Понятное дело, что у каждого свои планы и не всем нужна экшн-камера. Но то, что действительно необходимо каждому, так это кэшбэк-сервис Letyshops, который на период распродажи договорился с топовыми магазинами про кэшбэки, размеры которых будут в несколько раз выше. И да, это действительно топовые компании, такие как Adidas, Megaphone, AliExpress, iHerb и L'Etoile. Более того, Letyshops разыгрывает яблок на целый лимон за покупки у топчиков. И как вы поняли, речь не о фруктах. Топовые iPhone и Apple Watch на 1 000 000 рублей. За одну покупку получаете 1 билет. Больше билетов, больше шансов выиграть, как ни странно. Поэтому регистрируйтесь в Letyshops, выбирайте топовые товары и получайте топовые призы. Ссылки в описании. А мы продолжаем. Для того, чтобы по полу растекся узор, надо его сперва сделать, а уже затем подсветить весь корпус. Вставки будут сделаны из 4-мм фанеры, которые мы вырезаем на лазерном станке. Когда уже все составляющие есть, осталось их покрасить и собрать. Спил было решено покрыть глянцевым лаком. Это не случайный выбор, так как у него просто фантастическая фактура, и вот эти перламутровые переливы видны только под глянцем. Уверен, что будет очень много вопросов по поводу этого спила. Заранее отвечу на них. Я покупал его вот у этих ребят, так как они находятся совсем недалеко от меня. Я лично съездил, пощупал и выбрал себе этот спил. У них весь материал сухой и уже готов к работе. Также они дружат с транспортными компаниями и без проблем отправляют такие спилы. Заходите, смотрите и передавайте привет от топора. Подстолье я решил покрасить в более темный цвет. В итоге в темное время его практически не будет видно. И именно благодаря этому подсветка будет выглядеть интересней. Пишите ваше мнение в комментах, я всегда с удовольствием читаю их. А к слову, лучшие комменты из прошлых выпусков отправляются на нашу стену с комментами. Вот они. Спасибо вам за просмотр и добра от топора.